Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале GuardUI, это рубрика «Комментирую игру моего подписчика». И сегодня у меня подписчик под псевдонимом Шейман. И какой у него ранг, если честно, я не помню. Поэтому он, если что, поправит меня в комментариях, какой у него ранг в текущем сезоне и, соответственно, какой ранг у него был в предыдущем сезоне. Данный ролик он подписал как невероятно интересную каточку, поэтому он меня немного заинтриговал. И, соответственно, мы будем сейчас эту каточку обозревать. И я хочу напомнить, ребят, то, что я не смотрю каточку от А до Я, чтобы вместе с вами пережить вот эти вот первые эмоции от игры. И, соответственно, показать вам. И, соответственно, проговорить там некоторые моменты. Короче, вы дальше все прекрасно сами знаете, правильно? Правильно. Поэтому, ребят, минуточку вашего внимания. У меня есть телеграм-канал. Закреплен в комментариях под видео, в описании под видео. И на экране у вас появляется на 10-м раунде и в конце каточки появляется QR-код. Поэтому что? Правильно, переходим в мой телеграм-канал. Подписываемся, не стесняемся. Там у нас есть чат комьюнити. Там я веду свой небольшой личный блог, то, что происходит у меня в жизни, какие-то интересные моменты, либо что, короче, всякая такая информация. Личный блог. Ну, думаю, все прекрасно это понимают. И я там пишу по поводу обновления игры, когда у меня стримы и, короче, все такое. Все, что связано с каналом еще. Так что все, ребят, подписываемся, не стесняемся, поддерживаем меня. И не забудьте, ребят, вот убедительная просьба. Многие реально забывают ставить свой лайк. Но это же секунда времени. Поставьте лайк. Серьезно, поставьте. Мне он необходим. Мне этот лайк очень помогает в продвижении роликов и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я уже 1000 раз об этом говорил, поэтому все, от вас это жду. Ну и, соответственно, кто не подписан, то подпишитесь. И как на YouTube, так и на Telegram. Вот. Вот. Как я уже сказал, губа не дура, цель 5000 подписчиков. Кстати, да. Если хотите, чтобы я прокомментировал вашу каточку, то в комментариях будет закреплена ссылочка на конкретную запись в моем телеграм-канале, где я подробно объясняю, что нужно сделать. Поэтому переходим, читаем условия, все, и скидываем мне каточку. И, ребят, сразу хочу еще раз напомнить, потому что некоторые, походу, меня не слушают. Проверяйте количество кадров в секунду. Сколько у вас там в настройках выставлено, какая... Один клевер хорошо, но два лучше. Да засунь в Клокверка еще один клевер. Пусть будет клеверный магнат. Духовный талисман, правильно. Напомню, духовный талисман мы не скипаем. Ну ладно, вернемся к тому, о чем я говорил. Проверяйте свои записи. Потому что многие ребята мне скидывают свою запись, в которой 24 FPS, либо качество максимальное мыло. Ну, ребят, ну... Давайте, ну, повнимательнее чуть-чуть, что ли. Это реально, ну, некомфортно смотреть. 24 FPS. Вроде бы как бы ты смотришь, как бы, ну, ничего такого, но по факту это жесть. Серьезно, жесть. Такое ощущение, что у тебя все лагает, все замедленно съемки, или качество мыла еще хуже. Там, где тупо видишь, как пиксели перед тобой плавают. Ну, короче, все сказал. Я немножко пожаловался. Немножечко, да, пожаловался. Вот, на самом деле со старта он мог не только раконцы взять, он мог на самом деле взять Святой Грааль. Почему он мог Святой Грааль взять? Потому что если ему придет механизм еще один, то там у механизмов есть особенность. Классовая особенность, она дает плюс 50% хп регена. То есть ваш стоковый хп реген на 50% больше у механизмов. И, соответственно, этот Святой Грааль, он дает стоковый хп реген. И там получается не 15 хп реген в секунду, а 20 чем-то хп в секунду регенит. Это много, на самом деле. Вы думаете, что это если маленькие цифры? Нет, это много. Это реально много. Поэтому Святой Грааль мы не всегда скипаем. Он иногда, этот Святой Грааль, может нереально много выхилить. Да, там есть множество предметов, которые намного лучше смотрятся. Но я думаю, сами все прекрасно понимаете. Ладненько. Ладненько. Кто, кстати, не смотрел предыдущую каточку, обязательно ее посмотрите. Поверьте, вы не пропустите море контента. Очень много контента. Такой, знаете, интригующий контент. Там битва рандома против Драгонайтов 3 звезды. Так, что мы вот видим по этой каточке? Честно? Ничего не вижу пока что. Ослеп. Вообще ослеп. Я реально не знаю, что в этой каточке будет происходить. Абсолютно не знаю. Пока что даже догадок нету, потому что он вроде бы как со старта взял Вич-доктора, берет мехов. И можно изначально вот подумать, что у него будет, скорее всего, здесь боги-жрецы через Вич-доктора и Лину. О,
Опа! Дяденька, спасибо, что вы пришли. Вы решили нас наведать, наконец-то, на 7-м раунде. Давайте поаплодируем стоя данному молодому человеку. Но я вставать не буду, я посижу. Видим пачку охотников. Раз, два. Один на лустрике. Вот, кстати, тот чел, который играет на лустрике, это просто булочка. Это святой человек. Святой человек, потому что он играет через лустрик. А это для мехов, гоблинов, это прям то, что доктор прописал. Серьезно. Кстати, я настолько привык, что у многих людей есть боевой пропуск, что когда я вижу, что у ников нету галочек, меня немножко это как-то триггерит. Я думаю, такой-то что-то не хватает, что-то как-то не то. Вот как-то вообще не то, ну как-то, ну не так оно все. Короче, это... Ой, больно! Да. Если бы Хекс не прилетел в Клокверка, то, скорее всего, он мог бы даже и затащить эту каточку. Ну, имею в виду раунд. А может и каточку, кто знает. Распродался, окей, оставил только Рубика. А в чем прикол? Ну, вышел в 20 монет, как я понял, окей. Какие ж мысли будут? 6 охотников. О, скилловичок. Еще и какие охотники, посмотрите. Там сильные охотники у него, если что. Очень сильные. Может кто-то там из панды сейчас легендарную фигуру вытащить, например. Там вот есть чел, который играет через панду. Может он сейчас вытащит какую-то легендарную фигуру, чтобы намного проще стало играть Шейману. Я, кстати, надо сейчас обратить внимание, какие там легендарные фигуры у него есть. Так, кстати, АВЛ ящик. О! А кто это тут у нас такой? Антимаг. Боже, такой новый персонаж. Вы такой видели, ребят? Такой, ну, самый бесполезный персонаж, который только может быть. Боже, как мне хочется разработчикам, ну, не знаю... Не знаю, что с ними сделать. Не, я знаю, что я хочу с ними сделать. Очень знаю. Но как они меня бесят, эти разработчики. Я вам... Ой. Я думаю, все прекрасно знаете, почему разработчики настолько сильно бесят. Поэтому делиться своим мнением по поводу разработчиков я не буду. Просто на 5-м уровне чел уже имеет фулл эльфов плюс антимага. Да, это скилл. Если бы в этом антимаге, знаете еще что было? Мом плюс 2 палки. Это был бы трындец. Это был бы, откровенно, честно говоря, трындец. Еще один клокверк. Одного мало, дайте 2. Ну ладно. 2 клокверка в 2 звезды. Неужели ему клокверк в 3 звезды ранее придет? На самом деле, если рано придет клокверк в 3 звезды, то это все равно помойка бесполезная против антимага. Это просто будет кусок мяса, на котором антимаг будет набивать свой этот самый урон. Просто будет постоянно взрывать атаку локверка и все такое. Но серьезно. Я не буду. Короче, мы здесь пришли не слушать мои жалобы и мое, скажем так, высказывание по поводу разработчиков. Правильно? Мы здесь пришли посмотреть, отдохнуть, посмотреть каточку. Поэтому, ребят, забыл вначале сказать. Всем приятного просмотра. Всем приятного аппетита. А кто засыпает, всем приятных снов. Все. Все. Я уже говорил в предыдущем ролике о том, что у меня нет, знаете, как такового нормального старта. И именно в приветствии. Потому что мое приветствие, оно, знаете, сумбурное какое-то. Потому что я вот... Вроде бы как бы все хорошо, все отлично, да, я там, ну, поздоровался там сразу. Ну, я сразу перехожу к тому, что мне надо посмотреть на легендарки, все такое, и сразу сказать свое мнение по поводу легендарок. Хочется как-то, знаете, плавно к этому перейти. Вот надо как-то придумать. Поэтому, если у кого-то есть какие-то идеи, пишем, соответственно, в комментарии. Кстати, тут легендарки хорошие. Мамора! А некого ставить. А обидно, когда некого ставить. Не, ну Мамору можно, в принципе, взять. Мало ли какая-то фиолетовая фигура хорошо придет, ее хотя бы в 2 звезды можешь сразу взять. Если не будешь, допустим, обузить ее до 3-звездочной. Либо же, кстати, награду за гоблинов. Это тоже, это вообще стабильность на самом деле. Поэтому правильно, что он выбрал награду за гоблинов. Он сейчас возьмет 60 монет и будет спокойно себе там 80 монет сидеть, кайфовать от жизни. Я сказал 60 монет, да, в предыдущий раз. Ну, вы поняли меня.
Вы меня поняли. Ему бы на самом деле немножечко бы усилить стол. Вот немножечко. Ему бы резака в 2 звезды. И Энчу продай. Ну, нет, так нет, ладно. Поздно, поздно ты его продал. Поздно, поздно, дорогой. Поздно. Очень поздно. Ну вот, скилл. Чил на 6 уровне тоже себе нашел такие вот классных охотников. Ну, что еще могу сказать? Хорошо, что они хотя бы не в 2 звезды. Из-за того, что они не в 2 звезды, они не такие плотные. Поэтому этих охотников можно будет спокойно порвать. Но просто сама суть в том, что он нашел их так рано. Красава. Скиллуха. Да и только. Ой, боже. Дайте руку пожать этому вот молодому, который играет на лустрике. Тупо можно реально нафармить себе сердца. И потом эти сердца можно либо юзнуть сразу, либо же юзнуть уже на каком? На 8 уровне. В принципе, почему нет? Будет брать уровень или будет ролиться, интересно. Ну, по сути логики. Кстати, а там чел вообще гений. Он второго шамана убрал почему-то. Оставил только нефритового генерала. Мамора. Одна, вторая Мамора. А там чел на эльфов тоже Мамору держит. Надо будет посмотреть сейчас. Цветка, окей, окей, цветка. Тут инсектоиды, кстати, будут. Золо цветку, значит, он хочет раннюю цветку. Шо? А тут мартретка вообще. Удивительно. Удивительно то, что там мартретка, а не антимаг. Это очень удивительно. Я-то думал, чел там антимага засунул. Ну ладно. Сердца, как мы видим, копят, кстати. Сердца копит, хорошо. Кстати, если не ошибаюсь, то он, по-моему, забыл юзнуть на раунд раньше награду за гоблинов. Я как-то не обратил внимания на деньги сразу. Я смотрел просто, что происходит на столах у противника и тому подобное. Поэтому как-то на деньги я не обратил внимания. Но, по-моему, он забыл 1 раунд юзнуть. Хотя, подожди. Не забыл, все в порядке. Все в порядке, это я уже поплыл. Ну, китайская математика, все дела, поэтому я и поплыл. Не моя стихия, понимаете? Я не привык в китайской математике разбираться. Не моя эта стихия, все. Мне больше, вот, знаете, посчитать там столбик по пальцам. Все. Ну, в этой игре по-другому не посчитаешь. Ничего себе. Ничего себе. Его Тинкер кастанул ракетки как надо. Добил 2 лоу-хпшных и 3-ю ракетку фулово почти залетела. Это что-то как-то, ну... Не, какой-то сломанный у него Тинкер, отвечаю. У него Тинкер откровенно какой-то сломанный. Так быть не должно. Должно было быть так. Вот этот вот Тинкер берет, кастует 3 ракетки в одну цель. В лоу хпшную. Вот так это работает. А так как у него Тинкер закастовал, это неправильно. Это надо, короче, надо вырезать этот кусок видео и отправить разработчикам. Чё-то это какая-то поплава. Потому что у меня Тинкер постоянно кастует лоу хпшного персонажа. Давайте так. Соберем сейчас в комментариях все самые такие орные моменты с тем, как Тинкер, допустим, закастовал лоу хпшного, и какие еще персонажи кастуют лоу хпшного. Короче, самые вот такие вот дичайшие фейл моменты, которые вот заруинили вам игру. Вот пример, это вот Тинкер, когда кастовал 3 ракетки в какого-то, допустим, пенька. Лоу хпшного пенька. Еще так вот, в добавочек чисто добавить. А не, допустим, Фуриона, у которого половина хп, и там бы за один прокаст Тинкера бы просто всех сожрал. Отлично, уровень идет. Хорошо. Давай, 1 панда хорошо, 2 лучше. Работаем по такому принципу. Интересная расстановка. Кольцо магии, кстати. Перчатку! Хорош, успел. Перчатка — это денежки, перчатка — это такая тема, которая может уничтожить иллюзию. Ну, тварь на антимага. Ну, ты посмотри на этого антимага. Ну, очень, очень полезный. Ну,
Шейман, тебе нужно продать инчу и сролить бабки. Уровень тебе нужно взять. Шейман, продай инчу, возьми уровень чуть-чуть. Бабки ж погорят. Ну ладно, там не критично, конечно, погорели бабки, но все же. Кстати, апает уровень через хоткей. Красава. У меня бомбит с этого антимага, ей-богу. Просто дали вот такие, ну, я не хочу, как бы, знаете, оскорбить там людей и тому подобное, но до этого как было? Берешь, тебе падает антимаг ранее, да? Ты берешь вот этого вот антимага, и в него зачастую закидывали мом. Те люди, которые не знали, что мом не работает на антимаге, как надо. То есть он блокирует ему способность активную. И разработчики такие, ну блин, надо вообще облегчить им игру. Давайте сделаем так. Сделаем, что мом будет работать на антимага, это первое. А второе, сделаем так, чтобы еще и волшебное зеркало работало на антимага. И вдобавок мы сделаем такое же самое на Манки Кинге. It's a genius move. По-другому я не могу сказать. Ролишь? А зачем ролишь? You know nothing. I cut down trees and foes, and I'm all. It's rude to touch a А зачем ты ролил хотя бы? Ну ты можешь фулл гоблина поставить как бы. Панды продать, поставить фулл гоблинов. Ну придется еще и клокерком одним пожертвовать. У тебя как раз 6. Да, у тебя есть. Да, всего хватает. Гоблинов бы поставил, было бы куча, соответственно, хп регена, брони и все такое. Кстати, отлично. Боже, как у него Тинкер божит в этой игре. Ракетки куда надо полетели. Обалдеть. Бабка. Отлично. Уровень берет. Вот теперь хорошо. Но он просто мог взять, поставить 6 гоблинов, не имея 6 гоблинов. Полностью. Резака забыл. Все. Мог бы через волшебников это сделать. Это, конечно, не давало бы ему гарантию о том, что он мог бы легко переживать всех и вся. И не факт, чтобы он от того вот охотника лучше не вынес. Надо в уровень идти. Если хочет играть полностью через механизмов, ему нужен уровень. Нужен уровень, чтобы ему пришла легендарная фигурка. Без легендарной фигуры мехи это полная юзас какаха. Боже, как его тут просто разваливают. Не, если мехи не идут со старта адекватно, они такие слабые. Просто нереально. Нет, там, конечно, чел на орке бьет магическим уроном из-за того, что там есть у кабанчика магический урон со 2 уровня. Что-то, извините, немножко аж, знаете, дыхание точнее, воздух закончился в легких. Пришлось сделать такую многострадальную паузу. У него есть минер. И импреска. В самом деле здесь классные легендарки есть. Если он сможет собрать себе золотых мехов, он может собрать себе импреску в 3 звезды и играть через импреску в 3 звезды. Но естественно, если эта импреска в 3 звезды будет ему приходить. Потому что, как назло это бывает, то что у тебя есть золотые роллы, у тебя есть все, у тебя жизнь малина. Но! Даже с золотыми роллами тебе импреска тупо может не приходить. Это уже проверено, это уже научено, ну прям... Короче. Шишки набиты. 8 взял. Хорошо. Не спешит смотреть, что у него там по реликвии. 2 цветки ставят. Может и через дубликаты поиграть, на самом деле не берет уровень. Хорошо. Что это было?
Вы поняли, что это было? Я только что не понял. Только что экран так мигнул черным. Я аж испугался на мгновение. Я думал, это у меня все потухло. Что это за прикол был? Так, Шейман, надо, чтобы ты проверил свою запись. О, истинный скилловик детектед. Свена нашел на 8 уровне. А, тут чел, кстати, будет играть через мантию. На секундочку. Короче, что я хочу сказать. Ситуация, мы в дерьме. Если ему не придут легендарный мех, он может это не вытащить. Надо экономить сейчас за вот эти вот халявные роллы, пусть они будут. Надо тупо брать уровень. Как можно быстрее. Как можно быстрее нужно найти легендарную себе фигуру. Но чтобы найти легендарную фигуру, естественно, ему необходимо... Ой-ой-ой, как ты это сделал? Вы посмотрите на его стол. Я худею. 3 медальона. Нормально. Он чисто обвесился ими. Сделал себе такое, знаете, ожерелье. Ожерелье из медальонов. Я за него болею всем сердцем. Но есть чуйка, что это ему не поможет. Немножечко есть чуйка. Пока не придет ему легендарный механизм, это ему не поможет. Его сейчас просто рыцари отпинали. Боже, какие же гоблины все-таки беззубые. Боже, 35 хп осталось. Шейман, я за тебя держу кулачки. Ага, еще терпит, окей. Но еще один раунд он может потерпеть, только если ему не придет инсектоид. Там 2 инсектоида. Главное, чтобы сейчас не пришли к нему эти инсектоиды. Охренеть. Там, кстати, чел правильно импресску закирил. Надо посмотреть, что у него в Маморе там стоит. Хотя у него тут 5 хп осталось. Один неудачный раунд, и он откисает. У него еще куча предметов не юзан. Все, он уехал. Фух, это хорошо. Это очень даже хорошо, то, что он отъехал. Нереально хорошо. Очень хорошо. Прекрасно. Надо только вот этих вот теперь вынести. Ой, Свен, 2 звезды. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, миссы, прокати. Нет. Обида. Лютая обида. Но чел там через фулл эльфов скиллует. Там прям скилл детектит. Фулл скилл. Сразу было видно. Не будет 10 брать. Ну, в принципе... Ладно, верим. Вот это вот то, что доктор прописал. Вот это вот то, что нам надо сейчас. Чисто поддержка с воздуха. 6. Надо цветку поменять. А, нет, клокерка, точно. Хорош. Хорош. Ребят, держим за него кулачки. Я надеюсь, что ему сейчас будет приходить импресска. Очень на это надеюсь. Я очень надеюсь на то, что ему будет приходить сейчас импресска. Ему будет приходить импресска, все будет замечательно. Нужна импресска. Держим кулачки за него. Держим. Я хочу каточку с золотыми роллами. Живи. Ускар, бей Гримтача. Гримтача пасен. Ай-яй-яй, он все равно не получит золотой ролл, потому что механизм не выжил. Но сейчас будут мобы. Не отчаемся. Мы еще живем. Так, стой, не продавай, только подожди. Хорошо, за одну монетку можно было продать. Че, уровень может? Или паролимся? 26 хп, ну, в принципе, наверное, лучше паролиться. Но сейчас, наверное, надо чуть-чуть монеток слить все равно. 10 монеток нужно слить. И главное сейчас от мобов не откиснуть. Вот самое главное сейчас от мобов не откиснуть. Надо монеток слить немножечко. Шейман. Хорош, слил. До 80 слил. Хорошо.
Чисто миндальная связь работает. Миндальная связь. Хорошо. Давай, импреска. 3 импрески за раз. Либо же тролль. И духа пятерку можно. Ой-ой. Ой-ой. Ну, типа и Свена можно, и духа пятерку можно брать. Джекира вообще ему не нужен. Драконий рог. Хорошая тема. Однозначно хорошая тема. Угу. Как по мне, если у него будет хорошая легендарная фигура, такое усиление лютое, то можно будет его поставить вместо вот этого гоблина. А, уровень берет. Окей. Еще может? Ага, лишних мехов продает, окей. Ну, может взять уровень вообще. Почти 10-й. Отлично. Ну, в принципе, можно было и так сделать. Вышел из инкама чисто, чтобы усилиться. Пока что не спешит с предметами. Так, тут чел на сумонах играет. Тут у него взрыв сейчас будет. По идее, он должен его выносить. Да, он его выносит. Это не фул зверь, поэтому он его выносит спокойно. Челик, спасибо тебе огромное за то, что ты даешь мне золотые роллы. Ну, не мне, а Шейману. Ой-ой-ой-ой. Вот это то, что доктор прописал. Мало ли того, что у него сейчас есть дух пятерка. Я бы на его месте поставил бы сейчас 2 троллей. А, ну подожди, все равно не может. Как-то не крути, но пока что не может поставить так. Я подумал о том, знаете, что он мог бы поставить сейчас вместо одной импрески, вместо одного гоблина убийцы поставить 2 троллей. Это было бы намного лучше. Но у него и тогда не будет бафа мехов. Эльф там жесткий. Эльфа нужно как-то будет душить. Сейчас самое главное, чтобы ему инсект не пришел лютый. Ай, я надеялся, что вот этот тот чел, который только что импреску в 3 звезды выставил, что у него... Она вылупилась с Маморы, и она одна. Я так на это надеялся, я так хотел с этого поржать, но по итогу не поржал, потому что этого не произошло. Обида. Обида. Дикая обида. Знаете, в чем минус? У него нет сейчас никакого контроля. Из-за того, что нет у него сейчас никакого контроля, будет туго. Ой, эльф пришел. Боже, только не эльф. Только не тварь со своим антимагом. Ой, боже. Это не он, конечно, это другой челик, но это полная... Минерчик сразу так на усиление пришел. Не спешит, окей. 9 воинов там есть. У него еще шансы есть. Проверил, что там никого нету у противника. Ух ты. Ну на самом деле гоним типа 50 на 50. На 50, потому что, смотрите. Хотя, в принципе, окей. Какая разница? Ну, на самом деле, да, нормально Агоним. Агоним ему сейчас даст усиление в текущий момент. Вот, кстати, чел пришел. Ой, на минку. Держи минку. Бам. Еще минку. Еще минку одну. Одну. Бэм. 23 тысячи урона нанес молодой. Хорош. Давай усиление. Пожалуйста, Надежду, давай. Я верю в тебя. Давай тролля и Свена сейчас на усиление. Давай, нужен тролль. Срочно. Давай, я верю. Давай тролля крути. Крути тролля. Тварь ты. Ой ты тварь. Ну ладно, пока что минер у него делает всю игру. Тролль нужен. Тролль в 2 звезды даст ему много. Хочет тролль.
Агоним в тролля. Агоним в тролля. Агоним в тролля. Чтобы у тебя было прям нереальное усиление. Там у тролля будет пассивка дамажить, ничего делать. Эх, миндальная связь не сработала. Но, в принципе, ладно. Минер тоже неплохо, да, он там может зачистить огромный стол. Вот, кстати, да, хорошо, что он сейчас вот не поставил, наверное, усиление в троллях. Хотя, на самом деле, хрен его знает, как лучше. Но, как по мне, тролль был бы очень сильный. Но он поставил минера, это, в принципе, тоже окей. И вынес именно того самого противного типочка. Самого противного типочка. Кстати, один преска. Я за него вообще забыл. За своего самого любимого персонажа я забыл. Прикиньте. Эмпреска где? Хочет 2 ролла, наверное, подождать. Он чел на топ-1, смотрите. Раз легендарка, 2 легендарка. На ящере вообще на 8 уровне нашел, если что, Свена. На секундочку. Мантия. О-о-о. Фу-фу-фу. Это будет сложно. Это будет, ну, сложно, но не невозможно. Все-таки, да, правильное он решение все-таки оставил минера. Я сейчас так подумал, что в действительности в минере будет намного лучше. Кстати, Рубик стырил способность классную. У него, кстати, еще сумка Пандамена. Мамора. Хаотичный договор взял. Но ему, конечно, она сейчас не нужна. У него есть сумка Пандамена, которая делает ему огромную скидку на усиление. Но только нету импрески, опять же. О! Смотрите, кто явилась, не запылилась. Мы тебя тут как бы заждались уже. Ты раньше не могла прийти? Где ты шлялась? Вместо тролля может поставить. У него будет появляться 2 минера с агонимами, с минками. Вот это вот сейчас будет просто разрыв. Сейчас будет 3 мины появляться. 2 причем с агонимом. Потому что у него будет дубликат с агонимом. Вот это сейчас будет нормально. Вот это вот сейчас поплава будет. Жалко, конечно, что минер не дает там какой-то микростан или что-то типа того, потому что мне бы хотелось, чтобы затриггерился дух пятерочка. Кстати, дух пятерочка, кстати, у него соберется скоро. Я думаю, гоблина-убийцу можно продать. Она тебе не нужна. Он соберет импресску в 30. Боже, как он будет наваливать всем. Смотрите. Опа! 3 минки. Здорово! А чё, как дела? Еще миночки. 3 миночки. Держи, держи, держи. На покушать. Волшебное зеркало тоже. Ой, какой хороший предмет. Боже, минирует. Просто минирует, сидит. Минера. Давай, гоблина-убийцу продавай. Да, продавай гоблина-убийцу, он тебе не нужен. Да зачем ролишься? Зачем? Хорошо, вовремя остановился. У меня аж сердечко сейчас чуть не ёкнуло от этого. Только тебе надо немножечко как-то, наверное, минеров поближе поставить, потому что один минер вообще в самой 5-й точке ставит минку. А, не, нельзя, нельзя, нельзя. Там есть дурачок на антимаге. Нельзя так делать сейчас, нельзя. Хотя на самом деле, если там чел не поставил морских, то какая разница? Если вы думаете, что морские не заблочат вот этот физический урон, то заблочат. Ой, хорошо, все, взорвал он. Он взорвал. Там чел, походу, не знает то, что нужно поставить морских немного. Почему нужно поставить морских, ребят, объясняю. Морские с evaded 60% от урона от способности. Не от магии, не от чего-то там еще, а урона от способности. Поэтому, ребят, внимательнее с этим. Кстати, а есть у тебя рок войны? Посмотри в рукавичке, есть у тебя рок войны? А ну-ка смотрим. Рога войны нету. Ой-ой-ой, какая беда. Так рога войны нету. Ну, палку, в принципе, окей. Палку-ковырялку. Рога войны нет. Да заблочь просто и все. Ты ж никуда не спешишь, просто заблочь. Заблочь роллы и не парься. Он тебе не надо.
Походу, либо случайно рольнул, либо что. В конце такими мышкой подергал. Вот, кстати, минки против воинов могут жестко не работать. И походу они не сработают, минки. Да, ой-ой-ой. Или сработают. А у него бессмертие еще сверху. Ну, падло. Да. Да не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не, ну ты можешь, кстати, тролля поставить под агонимом. Можешь тролля поставить под агонимом. Со всеми шмотками. У тебя же есть шмотки на скорость атаки. В троечку, дух, пятерочка. Вы прикиньте, на секунду вдумайтесь. Кстати, реально, поставь же себе тролля. У тебя будет тролль с хорошей скоростью атаки. Плюс топоры. Еще и волшебное зеркало. То есть у тебя будет два тролля. У тебя, короче, будет появляться два тролля. Со всеми твоими шмотками. То есть два тролля с агонимом. И еще будет по две иллюзии от каждого. А, не будет. Видите, всего лишь одна иллюзия почему-то появляется. Ой, это плохо. Ой-ой-ой. Вы это видели? Вы это видели? У Мортретки один предмет всего лишь. Один, мать его, предмет. Я в шоке. Один предмет, и он под одним предметом снес его всю команду. Да. Нет, эта мантия ультра-мега сильная. Ну, кстати, наверное, все-таки надо было ему поставить немножко вперед своих ребят. Кстати, после жертвы хороший предмет, в духа пятерку закидывается, и там будет разрыв тоталити. Цепочечка, хорошая тема. Против, ну, кольцо против этой плохо работает. Ох, вот это усиление, вот это вот подгон. Вот это я понимаю, вот это вот то, что доктор прописал. Все, вот так вот убирается, ставится тролль, ставится импрессочка. В духа пятерку. Да не, а зачем тебе гони в нем? Во, правильно. А вот посох, кстати, ты можешь пока что закинуть. Хотя в духа пятерку закинуть посох. Чего нет? Куча дубликатов. Да, в духа пятерку. Хорош. Все, и предметы на скорость атаки ему. Быстрее, надо быстрее. Зеркало, зеркало, зеркало. Зеркало. Да, хорош. Потерял немного. Ничего, бывает. Волнуется человек. Вот это вот я понимаю, Харю оторвало. Там чел остался тот, который с мантией только. Но тот чел до сих пор себе не поставил морских, поэтому плю. Ой-ой-ой, в 3 звезды сейчас еще минер. Да просто купи его, пусть на столе стоит. Для красоты. Хотя на самом деле... Хотя не, лучше пусть стоит для красоты. Как же это вкусно выглядит. Рок войны! Хорош! И цепочку туда. Будет сразу много кого связывать. Это тебе надо, шарбезно. Какая дичь. Ну, пусть будет с ним. А рок войны где? Рок войны нет, плохо. Ой, там щит 5-го тира у него. Давай. Есть! Это было красиво. А что происходит? Что черный экран какой-то? Что это за бред? Это очень красивая игра. Очень красивая.
Просто мартретка с двумя предметами, по сути. Только у нее мантия и только щит 5-го тира. Это полный... Цепочку надо было взять, кстати. Цепочку надо было взять. Надо было взять цепочку, потому что у тебя аж была МПС-ка, ты закидываешь эту цепочку в МПС-ку, она триггерит духа пятерка, а в духа пятерки у тебя находится посох 3-го тира. Соответственно, это такая тонна дамага, что ну его в баню. Поэтому в следующий раз, если что, возьми цепочку. Цепочка имба. Что я могу сказать? Это очень классная катка. Но я не думал, что топ-1 он займет. Я почему-то думал, что он зайдет в топ-3, но я не думал, что он возьмет именно топ-1. Не думал об этом как-то. Думал, в топ-3 зайдет, а вот топ-1 не думал. Ну, как-то туго шло. А потом просто в моменте приходит минер, парочку побед и хорошие золотые роллы прошли, и все. И жизнь удалась. Не, классная катка, ну вот реально топчик, топчик. Все отлично сделано, все прекрасно. Да, в моменте там было, чувствовалась вот нотка, знаете, напряжения, нотка волнения. Ну, прям, ну, все равно, это тупо лайк. Тупо лайк. Я уже молчу за тех вот фартовых людей, которые... Ну ладно, его тоже можно отнести к фартовым людям, потому что ему реально довольно-таки рано мех пришел. Очень рано. Но я больше говорю за тех ребят, которые на 8 уровне себе нашли легендарок. Причем 2 звезды. Да, это жестко. Да, это круто. Ну, все, в принципе, все. Мне добавить здесь нечего. Поэтому, ребят, что думаете по поводу данного ролика, вы напишите в комментариях. А также не забудьте поставить свой лайк в поддержку его, чтобы он продвинулся в рекомендации и тренды. Кто не подписан на YouTube, подписываемся. И не забывай, у меня есть телеграм-канал. Закреплен в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!